Всем привет и добро пожаловать на мой следующий урок, посвященный изучению языка программирования C++. Мы в предыдущем уроке разобрали, что такое базовые типы, какие они бывают, как ими манипулировать. В принципе, урок, я думаю, вполне себе доступный, ничего такого сложного. И в этом уроке мы тоже разберем достаточно простую штуку. Называется эта штука условный оператор if. Это один из самых, наверное, тривиальных вообще операторов, который, в принципе, используется программистами. Я думаю, что не только, естественно, в C++, вообще, наверное, практически в любом языке есть оператор условного сравнения if. Его вы будете использовать постоянно, начиная, я думаю, с сегодняшнего дня, и если вы свяжете свою жизнь с программированием, то будете постоянно им пользоваться. А что же это такое? Ничего иного, как именно то, как он называется. Он позволяет нам производить сравнение по некоторому условному выражению. Давайте посмотрим, как он работает. Используется ключевое слово if, все довольно просто, да, то есть, с английского если перевести, это если, да, если что. Дальше открывается пара скобок круглых, и в круглых скобках нужно указать условное выражение, результат которого будет являться признаком того, отработает оператор if, да, или не отработает. Немножко сложно сейчас сказал, давайте разбирать проще. Что такое условное выражение? Условное выражение — это любое логическое выражение, высчитанное в результат истины или лжи, да, то есть true либо false. Вспоминаем предыдущий урок и базовые типы. Вспоминаем, что у нас есть такой базовый тип, как boolean или логический тип. Давайте сейчас воспользуемся им для того, чтобы проверить, как работает наш оператор if. Объявим, давайте, ладно, не будем убирать, пока просто точку запятая. Он все равно будет ругаться, ладно. Я пока единицу это поставлю, и этого недостаточно, достаточно. Вот. Объявим, собственно, переменную типа bool, да, сокращенно от boolean. Назовем ее flag, как и в прошлый раз, и присвоим ей, например, для начала значение true. И передадим в качестве условного выражения просто эту переменную. То есть это по сути и не выражение, как бы не целое там выражение, которое нужно вычитывать, а просто уже переменная с конкретным значением, со значением true. И далее на следующей строчке будет идти блок кода, который выполнится в случае, если результат вот этого условного выражения, в котором мы передали нашу переменную flag, да, со значением true, у оператора if, то есть он выполнится. Что это значит? Давайте для простоты мы даже отделим скобочками. В скобочке у нас берется наша как бы область видимости. Есть у нас оператор if, есть у него условное выражение, и если оно выполнится, если оно true, да, если оно истина, то у нас выполнится вот этот блок кода, который ограничен этими скобочками. Вот еще раз сейчас наведу на них. Видите, они подсвечиваются. Вот так даже расположу, может кому-то проще будет. Вот, то есть у нас выполнится вот этот блок кода. Хотя нет, так, наверное, даже хуже выглядит. Давайте вернусь сюда. И давайте, например, выведем, воспользуемся в очередной раз объектом cout, вот таким оператором специальным, и выведем какую-нибудь фразу. Например, if operator returns true. То есть перевод, оператор if возвращает true. То есть это, если, смотрите, еще раз повторяю, да, что этот код, этот блок кода, заключенный вот в эти фигурные скобки, выполнится только лишь в том случае, если условное выражение, в которое взято вот в эти круглые скобочки после оператора if, вернет true. А так как у нас boolean true, соответственно, результат какой? Результат мы должны получить в консоли при запуске программы вот это самое выражение. Запускаем.
ну, не выражение, строку. Вот, как видите, if оператор и returns true, все правильно, мы получили то, что ожидали. Но теперь смотрите, в чем нюанс. А что будет, если если условное выражение будет не true, а false? А давайте попробуем поменять. То есть сделаем нашу переменную со значением ложь, да, false. Что же теперь будет? Запустим. А ничего не будет. Почему? Потому что блок, вот этот, опять же, этот пресловутый блок кода, взятый в фигурной скобке, не отработал. Потому что оператор if, как мы уже установили, выполнится только в том случае, если выражение условное вернет true. В данном, значит, случае у нас уже переменную мы поменяли на значение false, и потому у нас перестала выполняться вот эта часть кода. Но у оператора if есть возможность еще воспользоваться дополнительным ключевым словом к нему else. Что это значит? А если вот это не выполнилось, да, то есть первое выражение, тогда выполнится другое выражение вот в этих фигурных скобках. Сейчас наведусь, вот видите, да, то есть выполнится вот это выражение. Давайте проверим это. If operator returns false. То есть, смотрите, получается, если мы оставляем значение переменной булевой, а также ложь, да, false, то есть у нас не выполняется вот это условное выражение, возвращает ложь, и у нас не выполняется наше условие, да, то есть мы ставим условие и понимаем, что оно ложь, оно не выполняется, то выполнится блок else, а в этом случае блок else у нас должен вернуть вот эту фразу if оператор returns false, то есть if оператор возвращает ложь. Запускаем программу. И видим, что да, все так, мы получили именно эту строку, что говорит о том, что у нас выполнился блок else. А теперь давайте еще раз для наглядности попробуем поменять значение обратно на true. И, как вы уже, наверное, догадались, в качестве результата мы получим вывод все того же первого выражения if оператор returns true. Все верно. То есть, смотрите, оператор if позволяет вам производить так называемое условное ветвление. То есть вы можете пустить ваш код по некоторые ветки, да, грубо говоря. То есть если у вас выполнится условное выражение, оно вернет истину, то вы выполняете одну часть кода. А в противном случае, если у вас не выполняется, да, то есть условное выражение возвращает false, вы выполняете другую часть кода. То есть это одна из базовых возможностей в программировании условного ветвления. Вы выбираете по, так сказать, пути выполнению вашей программы, какой код выполнить. То есть вы в зависимости от какого-то признака, от того, выполняется, да, то есть этот признак или нет, вы решаете выполнить этот код или же выполнить другой код. Это в дальнейшем вы намного лучше станете понимать, как это использовать, пока просто примите, вот, что эта штука позволяет вам такое ветвление производить. Вы можете выбирать, хочу либо вот это, либо вот такую фразу выбрать, то есть вывести, либо вот такую фразу вывести. Или же, давайте сделаем более наглядный пример. Например, вы будете еще дополнительно, вот есть у нас, опять давайте объявим пару переменных, variable 1 со значением там 5. И int variable, да, прекрасно, variable 2. Да, с третьего раза удалось написать переменную, уже хорошо. Variable 2, которая будет равно 2. И, допустим, в одном случае, да, в случае выполнения оператора if, если условное выражение в круглых скобочках возвращает истину, мы будем складывать эти переменные, да, и объявим выше просто переменную result, и пока что сделаем ее равной нулю, то есть мы не знаем еще, что мы хотим с ней делать, да, и решать будем в зависимости от того, какой результат у нас будет условного выражения у оператора if. И здесь мы напишем, допустим, если условное выражение возвращает истину, мы хотим, например, сложить переменные в result.
берем result и присваиваем значение суммы переменных. И, естественно, так, точку запятой не забываем. И поменяем нашу строку на фразу result is и двоеточие. И отдадим значение нашего результата дальше вывод в консоль. И то есть получим результат. А в случае, если, то есть второй блок кода, да, в случае, если наше условное выражение не отработает, то мы, допустим, в результат положим разность, да, переменных. Ну, давайте разность положим для простоты. Возьмем первую переменную и вычтем из нее вторую переменную. Также, ну, напишем такую же фразу. Почему-то он у меня постоянно вот включает. Странно, что-то он постоянно мне включает. Ой, интересные вещи. Ну ладно. И также выведем result. То есть то же самое сделаем. И смотрите, то есть мы оставим пока значение true и проверим, действительно ли, еще раз, да, убедимся, что у нас отработало первый блок, который отрабатывает в том случае, если условное выражение будет истина. Запускаем. Видим, что да, у нас произошло, ну, то есть результат 7 в резалте, следовательно, у нас произошло именно сложение, то есть отработал именно этот блок, а этот был проигнорирован. А теперь мы поменяем, опять же, значение булевой переменной на false, и теперь у нас отработает блок else, то есть будет проигнорирован первый блок и отработает блок else. Оп, убеждаемся. Да, действительно, получаем значение 3, потому что мы положили в result разность переменных variable 1 и variable 2. То есть видим, что оператор условного ветвления if можно использовать для различных целей. То есть не только выводить строки, а тут могут быть какие-то расчеты специфичные. То есть если что-то выполняется, то производится один расчет, а если что-то не выполняется, да, то есть условие ложное, то выполняется уже какой-то другой расчет. Записав ролик по IF, я тут подумал о том, что все-таки те нюансы, которые я, хотя и умышленно, но оставил на потом, они, наверное, все-таки должны быть рассмотрены сразу. И поэтому я вот еще докину материала, и потом я его совмещу. Так вот, нюанс заключается в чем? В нашем простейшем варианте мы рассматривали единственную логическую переменную, булевую, да, вот эту флаг, как условное выражение вот в этих круглых скобках. А говорил я не раз, что там именно может быть выражение. Так вот, выражение действительно может быть, и более того, любое выражение, которое высчитывается простыми числами, например, там 5 плюс 5, там 10 минус 2, и, то есть любое выражение числовое, оно высчитывается в итоге под круглыми скобками как логическое. И в этом случае, если результатом такого выражения является 0, просто 0, да, то есть мы что-то считаем, например, там 5 минус 5, да, соответственно, мы получаем 0. В этом случае 0 считается за false, за ложь. Мы можем в этом убедиться, запустить программу. Кстати, я не говорил о том, что программу можно запускать помимо вот этой нажатия на эту кнопочку, еще можно комбинацию клавиш Ctrl плюс F5 использовать. Так вот, давайте запустим программу и убедимся, что в данном варианте, так как мы в качестве логического выражения указали просто вычитание пятерки с пятерки и получаем в итоге, естественно, 0, а 0 оценивается как ложь. И поэтому выполняется именно блок else, то есть как бы ложь. Но при этом, если мы, допустим, сложим эти пятерки и получим значение 10, то в этом случае уже это будет логическое выражение считаться как истина. И поэтому мы выполним вот этот блок кода первый, да. И смотрите, нюанс такой, что любое число, отличное от нуля, будет считаться истиной. И только лишь 0, если мы имеем там какое-то выражение, допустим, там 2 умножить на 5
и вычесть 10. То есть, понятно, опять мы получаем 0, да, то только в этом случае мы получим как бы ложное логическое выражение. Вот, даже если мы поставим, например, там 5 минус 10, то есть мы получаем минус 5 отрицательное число, да, несмотря на это, все равно мы получаем, то есть любое число, отличное от нуля, высчитывается как истинное логическое выражение. Так, это первый нюанс, о котором я сначала не стал говорить, но потом понял, что все-таки необходимо обозначить этот момент. И второй очень важный момент – это то, что условное ветвление, его можно как бы пустить не только по двум вариантам. То есть не только проверить if, и если выполнилось, то один вариант, если не выполнилось else, то второй вариант. А штука в том, что вы можете проверить несколько условий. То есть для этого вам нужно всего лишь после первого блока if в следующем блоке вместо else написать else if, что значит также если. И в этом случае вы можете проверить еще одно условие, которое, соответственно, приведет к выполнению еще одного блока кода. Допустим, мы можем прямо объявить еще одну переменную булевую для наглядности, flag2, например, да? Назовем его true. В смысле, присвоим ему значение true, да, назовем. Пускай здесь опять будет flag 1. Ну, давайте его так и назовем. Для понятности, да, первый флаг, второй флаг. А уже вот в это выражение мы поставим flag 2. И, соответственно, давайте вернем наш else. Он сам ставит скобки. Я этого не очень люблю, ну ладно. Так. Специально вернем в else его как бы блок кода. Что такое? Я нажал не то, да? Ладно. Я, походу, еще раз нажал вырезать. Неплохо бывает. Так, вставляем обратно блок else. А здесь напишем... давайте напишем такое же. Или давайте другое, неважно, не суть, result. И будем, например, здесь не складывать, там мы складывали, вычитали. Давайте умножать, например, переменные variable 1 на variable 2. И также выведем результат, чтобы убедиться в том, что выполняется именно этот блок кода. Так вот, в чем штука? Сейчас у нас первая переменная flag1 false, и, соответственно, она не выполнится, да, то есть мы проверим условное выражение, бах, а там false, то есть, соответственно, это не выполняется. Но теперь у нас появилась дополнительный блок else if, который проверяет еще и переменную flag2, а переменная flag2, в свою очередь, уже true. И поэтому, когда мы запустим программу, понятно, что мы получим выполненный вот этот блок кода, в чем можно и убедиться. Опа, все, получили 10, ну все правильно, то есть 5 умножить на 2 равно 10, что говорит о том, что выполнился именно этот блок кода. И смотрите, штука в том, что наслаивать вот эти else if можно сколько угодно, то есть вы можете еще написать, допустим, вам недостаточно, да, вы можете еще написать, хотите еще, допустим, flag 3 проверить, да? Flag 3, пускай, ну, тоже, например, true будет. Вот, flag 3 проверяем. Ну и здесь давайте, тогда осталось у нас что? Деление, да? Variable 1 разделить на variable 2. С ошибки написал variable 2. Тоже выведем результат. Вот, и теперь мы можем убедиться, что
выполняться будет условие, которое истина до первого совпадения. То есть, смотрите, сейчас еще раз запущу, чтобы вам понятно было. Видите, вывелась десятка, но при этом не вывелся результат вот этого расчета, да, то есть вот этот блок кода не отработал. Мы понимаем, что отработал опять только на тот блок, выполнение которого зависит от истинности условного выражения именно во втором вот этом else if, да. Почему так происходит? Потому что сколько бы мы не наслаивали вот этих else if дальше, он будет проверять ровно до тех пор, пока не выполнится хотя бы один из них. И если это так, он его выполняет, а остальные уже до конца игнорируют. То есть, если выполнится хотя бы одно условие, либо первый if, либо любой другой else if, сколько бы мы их ни наслаивали, то выполнится только оно, а все остальное проигнорируется, в том числе и финальный else. Else отработает только в том случае, если не выполнится ни один else if, начиная с первого if. То есть if и все вот else if будут проверены. Если прям вот ни один не выполнился, в этом случае уже тогда будет else. Опять же, давайте я продемонстрирую, чтобы это все не голословно было. False, поставим все false. То есть теперь у нас все три переменные, которые передаются в качестве условного выражения, они false. То есть никто не должен выполниться. Должен выполниться else блок, последний. Видим, что так оно и есть. Опять мы получили результат 5 минус 2, соответственно, это выполнился блок кода под else. И опять же, вот, чтобы выполнить только третью, да, то есть только вторую мы уже выполняли, а мы хотим выполнить только третью. Включим, так сказать, вот этот флаг, поставим его true, запускаем, оп. Видим, что результат получился 2. Так, это не наглядный пример, потому что результат совпадает, потому что происходит округление. Поэтому давайте я сейчас поставлю, допустим, деление, пускай будет, раз он округляет до двойки, и еще, или знаете, чтобы максимально наглядно было, пускай здесь будет не 5, а 10 теперь. И, соответственно, у нас будет деление десятки на двойку. Вот, как видите, мы получили 5. То есть, понятно, это 100% отработал именно этот блок, потому что такой результат может дать только, если мы 10 разделим на 2. То есть, сложение даст 12, умножение даст 20, вычитание даст 8. Поэтому это 100% отработал именно этот блок. Еще раз повторяю, что выполнение произойдет ровно один раз, то есть проверится каждый if, начиная с первого if, и дальше все else if, сколько бы их не было. А как только выполнится хотя бы один, то мы выскочим, так сказать, из всех этих else if, и выполнение программы пойдет дальше. Но если не выполнился ни один, ни if, ни все else if, которые идут за ним, то выполнится просто самый последний else. Все, вот такой вот алгоритм. Все, ребят, собственно, вот на этот раз я думаю, что точно все с оператором if пока что для начала достаточно. Я думаю, что, естественно, мы с ним еще будем очень много работать. Это штука, которая используется просто постоянно в каждой программе, довольно часто, и даже с ней связано много всяких шуточек касательно макарона кода, но это потом расскажу, что такое макаронный код, который лучше, конечно, не писать. Вот. И ладно, ребят, давайте. Итак, ролик получится опять какой-то гигантский, но не знаю, не умею я писать короткие ролики, но я думаю, что информация все равно, кому надо, будет достаточно полезная. Все, всем спасибо за просмотр. Давайте до следующего урока. Удачи в обучении.